Посмотри на мой кубик, там всегда 20. С этой бандой лучше вообще не связываться. Put up, put up, put up, put up. Oh. Yeah. Silent Go. Infernal Engine. Подпишись, если хочешь такие же криты. Всем привет! В данном ролике рассмотрим колоду для заморозки, кого кем можно заменить и почему вообще в принципе все именно так. Лидер у нас тут получается Хвитар. Именно если ее мы будем заливать картами и повысим до 5 звезд, то мы получим дополнительно шанс крита и крит урон. Когда у нас на доске 3 героя заморозки, мы получаем 20% шансу крита и 20% крит урону. Когда у нас на доске будет уже 5 героев заморозки, мы будем получать 40% шанс крит удара и 40% крит урона. Ну и как я уже сказал, что если Хвитар мы апнем на 5 звезд, то получим 60% шанс крита и крит урона. Поэтому в любом случае Хвитарка нам тут нужна, соответственно от нее и строим вообще колоду. Также отлично заходит Этерил, благодаря своим контролям с ульты. И как всегда, в принципе, будете видеть во всех колодах. В принципе, если она не будет в бане, то это будет Анелизис. То есть мы не делаем колоду полностью из заморозки. Тут как бы смысла в этом и нету. Потому что из других школ герои, в принципе, могут усилить наших основных героев, которые у нас из заморозки. То есть, когда мы ставим Анелизис, мы еще и увеличиваем вот этот баф стражника. У нас тут танчит Хахадир, можно также поставить Этерил, но нежелательно. Пусть, конечно, в первую очередь получает урон Хахадирчик. Если у нас будет 4 героя, вот еще Олган, то мы будем получать усиление защиты, когда двое героев на доске, и усиление защиты и уменьшение урона на 30%, когда будет 4 героя, именно стражника, у нас на доске. Таресия тут для того, чтобы усилить Аустера, у нас будет баф стрелков. За каждую дополнительную клетку мы будем получать бонус 5% урону. И так как у нас Хвитар будет основной керри, она у нас драконорожденная. Таресия тоже драконорожденная, соответственно мы получаем вот такой бафчик, когда Таресия выйдет на доску, при том, что уже Хвитар там стоит. Будем получать уменьшение урона на 10% и увеличение урона на 10%. Обратите внимание, что баф на защиту у нас будет получать 2 передние линии и 2 задние будут получать вот это вот увеличение урона. И драконорожденные получают двойной эффект. То есть, если у нас Хвитар будет стоять сзади, она там и будет стоять, соответственно, она будет получать 20% к увеличению урона. Если Таресии нету, то, в принципе, можно поставить Равену. Тем самым мы просто улучшим Аустера и будем получать вот этот баф. Также я бы в первую очередь советовал на доску выпускать, соответственно, сначала танков, потом нашего керри и у заморозки собрать именно вот этот баф. То есть, когда у нас основа уже база будет на доске, выпускаем Лосению, Видимира и Доркураза, чтобы вот этот маг-путник у нас активировался. Довольно-таки неплохой вообще такой бафчик. У нас получается случайным образом будет 2 заклинания произноситься. Их всего 3, так что тут немножко рандом. Но обратите внимание, что каждые 10 секунд будет каст. Это будет либо усиление атаки на 40% на 10 секунд, либо мы снимем все усиления с врагов, либо накинем под чарами на врага с самой высокой атакой на 15 секунд. Это при касте в 10 секунд. Также, соответственно, если там какое-нибудь лосение нету, да, то по-любому какой-нибудь чародей нам нужно будет поставить. Это будет либо Уилд, либо Воджа. То есть вот этот баф нам по-любому нужно собирать, потому что он довольно-таки мощный. Понятное дело, что Таресия там, Анелизис кто-то не крутил, но база у нас вот такая, что мы Хвитар выпускаем и собираем вот этот вот дебафчик. Также если Этерил мы не крутили, то выпускаем Хахадира. Туда же можно еще и Олгана, чтобы у нас стражники были поплотнее. Как-никак урон-то надо принимать. То есть хотя бы вот эти вот усиления защиты мы получим, если у нас и Олган, и Хахадир будут на доске. Также важный момент, может быть кто-то не понял, что у нас эти бафы активируются не в момент, когда мы просто колоду собрали, а именно в момент появления героев на доске. Вы видите там иконки, что, допустим, вот когда 4 героя выйдет, мага-путника, у нас вот эта вот фигнюшка загорится. И, соответственно, начнется активироваться эффект. Также ультимейты у нас активируются с появлением именно 5 звезд. То есть
Этерил у нас сначала не ультует. Хвитар у нас тоже сначала не ультует. Ну, конечно, лучше всего в приоритете апать картами именно Хвитар. Потому что это и ульта, соответственно, это большой урон. И не забываем, что она здесь у нас лидер. Также из драконорожденных у нас еще есть Флора, но это не совсем тот герой, который, допустим, заменит ту же Торесию. А просто выпускать ее на поле как бы смысла нету. Поэтому замены особо нету. Как я уже сказал, лучше поставить просто ту же Равену, чтобы как бы и лучник был, и немножко бафнуть Аустера. Кому что непонятно, там пишите в комментариях, отвечу на вопросы. А так, что, всем спасибо за просмотр, до скорых встреч, удачных вам там боев, всем пока.